Привет, друзья! Сегодня в Германии и Европе происходят события, которые могут изменить целые отрасли и привычный уклад жизни. Автопром теряет позиции, виноделы просят о поддержке, а пивоварни предупреждают о закрытии. В Греции обсуждают 13-часовой рабочий день, машиностроение бьется с новыми пошлинами Соединенных Штатов Америки, а в Эмсланде уже начался демонтаж атомной станции. Что все это значит для людей и экономики, давайте разберем вместе. Подписывайтесь прямо сейчас, здесь каждый день только самые важные новости, которые помогают понять, что ждет Германию и Европу завтра. Итак, немецкая автомобильная промышленность переживает глубокую кризисную фазу. Продажи падают, доходы крупных компаний, таких как BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz, резко сократились. Это приводит к массовым сокращениям на производственных и постановочных предприятиях, особенно в регионах Рейнланд-Пфальц и Саарланд. На фоне этого кризиса отрасль ищет новые направления для выживания. Одной из возможных стратегий обсуждается переход к производству так называемых двойного назначения товаров. Изделий, используемых как в гражданских целях, так и в военных. Оборонный сектор сейчас на подъеме, государственные инвестиции в него растут, однако эксперты предупреждают, реальность гораздо сложнее. Прежде всего, требования к производству военной продукции существенно отличаются от стандартов создания автомобилей. Необходимы строгие сертификации, высокие нормы безопасности и новые процедуры контроля. Поэтому перевести мощность, предназначенную для гражданской техники, на выпуск оборонных изделий можно далеко не всегда и не везде. С точки зрения возможностей у производителей грузовой техники процесс перехода менее сложен, чем для автоконцернов, производящих легковые автомобили. К примеру, грузовые машины почти всегда интенсивно используются, что приближает их к военному применению по характеру эксплуатации. Тем не менее, руководитель Ассоциации автопроизводителей Германии и другие отраслевые эксперты предупреждают, что ожидать массового потока заказов из оборонки не стоит. Это скорее, возможно, дополняющий бизнес, но не полноценная альтернатива разрушенным гражданским рынкам. В итоге, хотя переориентация на двойные технологии может помочь отдельным компаниям заполнить часть заказов, она не способна в корне изменить ситуацию в автопроме или вернуть рабочие места, утратившиеся из-за общего кризиса отрасли и перехода к электромобилям. А дальше интересная новость. Немецкие виноделы бьют тревогу. За последние годы потребление вина в Германии заметно упало. В среднем на душу населения жители выпивают около 22 литров вина в год. Однако лишь около 8 из них это вина местного производства, остальное – импорт. Такая ситуация подрывает экономику винодельческих регионов и угрожает существованию многих хозяйств. Производители объединились в инициативу под названием «Будущее виноделия Германии» и призывают: добавьте в свою корзину хотя бы одну дополнительную бутылку немецкого вина в год, и вы реально поможете сохранить тысячи рабочих мест. При этом речь не о стимулировании алкогольной зависимости, а о сознательном выборе, который поддержит родную отрасль. Сейчас виноделы сталкиваются с удручающей ситуацией. Виноград стоит, как и произведенное из него вино, ниже точки рентабельности, всего 40-60 центов за литр. Для многих хозяйств это второй тяжелый год, и без поддержки они просто не выдержат. Инициаторы акции предлагают отметить ежегодно День немецкого вина. Это случится, напомню, в этом году 30 августа, то есть сегодня. В этот день каждый, заботящийся о будущности отрасли, может сделать символический, но значительный выбор. И еще одна новость, которая вызывает обеспокоенность, и, возможно, немцам в скором будущем также придется столкнуться с этим. В Греции планируется введение рабочего дня, внимание, продолжительностью до 13 часов как меры для борьбы с дефицитом рабочей силы. Министр труда и социального обеспечения Ники Керамиос представила законопроект, который должен быть рассмотрен парламентом в сентябре. Согласно предложению, стандартная рабочая неделя, вы знаете, остается 40-часовой, однако допускается до 8 дополнительных часов в неделю, что позволяет работодателям и сотрудникам согласовывать рабочие дни продолжительностью до 13 часов. При этом в год допускается не более 37 таких дней. За первые 2 дополнительных часа предусмотрена надбавка в 20%, за последующие уже 40%. При этом социальные взносы с этих надбавок не взимаются. Также законопроект предусматривает сокращение бюрократических процедур, включая цифровизацию трудоустройства и упрощение процесса найма сезонных работников. Эти меры направлены на стимулирование гибкости на рынке труда и привлечение рабочей силы в условиях текущего экономического климата.
И это еще не все. Вот такие новости промышленности Германии. Немецкие производители машин и оборудования, то есть это машиностроение, серьезно обеспокоены последствиями нового торгового соглашения с Соединенными Штатами Америки. Хотя в соглашении и предусмотрена единичная ставка на сегодняшний день в 15% на импорт, отдельные категории, особенно изделия из стали и алюминия, остаются под дополнительным давлением. Всего затраты достигают 50%. Повышение пошлин, отмечает отраслевой союз, ставит под угрозу весь бизнес многих компаний. В письме к президенту Еврокомиссии они настаивают на исключении машиностроительного оборудования из-под этих дополнительных пошлин. Фактически 30% экспорта машиностроения из Европы подлежат таким повышенным сборам. И с каждым новым списком товаров под угрозу попадают все больше фирм. Кроме того, компании сталкиваются с новым бюрократическим бременем. Теперь нужно доказывать происхождение металлов, их содержание и даже процесс плавки. Требуются сложные сертификации и отчеты. Это еще больше осложняет поставки и грозит остановкой контрактов с американскими заказчиками. Руководитель внешнеторгового отдела отраслевого союза Оливер Рихбер отметил, для многих предприятий и их бизнес в Соединенных Штатах Америки находится в критическом положении, он стоит на грани закрытия. Итог. Несмотря на официальную видимость компромисса, в реальности увеличение пошлин по стали и алюминию сводит пользу соглашения на нет. Машиностроители требуют вновь вести переговоры и добиться исключений, иначе многие поставки рискуют быть остановлены. А дальше важная новость Германии. В Германии начался поэтапный демонтаж, внимание, атомной электростанции в Эмсенден-Линкен закрыта в 2023 году. Энергетическая компания намерена завершить этот процесс только к середине 2030-х годов, включая ликвидацию всех следов радиационно опасных материалов. На первом этапе из реактора извлекли уже более 700 отработанных топливных элементов и поместили их в специальные водные бассейны для остывания. К 2026 году планируется пересадка этих элементов в специальные контейнеры, которые до конца 2027 года перевезут в соседнее хранилище. Сейчас в демонтажных работах задействованы около 280 человек. Работы ведутся с особым вниманием к безопасности. Каждый элемент тщательно проверяется на наличие остаточной радиоактивности и очищается по необходимости. В общей сложности на площадке ожидается образование до 820 тысяч тонн различных материалов, из которых около 2% потенциально загрязненные. Они пройдут специальную обработку. Большая часть конструкции, более 97%, не имеет радиоактивной нагрузки и будут утилизирована или переработана обычным способом. Проект потребует примерно 1,4 миллиарда евро. После завершения демонтажа и очистки территория станции станет безопасной и сможет перейти к обычному нерегулируемому использованию. И внимание, я вначале рассказывал за виноделов, но когда выпуск уже был готов, появилась эта новость. Германская пивоваренная индустрия переживает серьезный кризис. Из-за падения потребления начинается массовое закрытие. Генеральный директор одной из крупнейших марок Оеттингер предупреждает, многие пивоварни будут вынуждены закрыться одна за другой. Это касается сначала малых предприятий, но он уверен, что кризис доберется и до крупных игроков. Причина – это значительный спад спроса. Если раньше ежегодный объем продаж снижался на 2-3%, то в 2025 году спад обрушился, внимание, до 7-7,5%. Только за первое полугодие внутренние продажи сократились на 2,6 миллиона гектолитров, это примерно 3 миллиона банок пива ежедневно. 5 из 6 крупнейших немецких пивоварен в 2026 году произвели меньше, чем в предыдущий период. Компания Оеттингер пойдет на меры. Одно из 4 производств в Брауншвейге будет закрыто уже в начале 2026 года. Руководство подчеркивает, что это тяжелое решение, поскольку завод исторически и локально значимый, но это необходимо для долгосрочной устойчивости бизнеса. Резкое сокращение потребления меняет весь рынок, эксперты предупреждают, отрасль меняет облик, и многие не переживут этот переход. Даже крупные бренды будут вынуждены адаптироваться или уйти с рынка. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.